Всем привет, дорогие друзья! Самые внимательные из вас помнят, что я анонсировала это видео еще полгода назад. Тогда вы проявили интерес к этой теме, и сегодня мы поговорим о Pinterest. Чем Pinterest хорош, многие из вас знают, но на всякий случай напомню. Википедия пишет: Pinterest – это социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Изображения можно приколоть, от английского слова pin, коллекции, которые называются досками. То есть это сайт с морем визуальной информации по всем темам, с удобным поиском, благодаря которому вы можете найти референсы к любым своим фантазиям, а самое главное – вдохновиться работами других художников. И очень удобно все это сохранить и сгруппировать у себя в профиле. Pinterest, конечно, пользуются не только художники, но и, например, рукодельники, дизайнеры, строители и вообще все. Все это мы знаем, это, конечно, очень круто, но есть ли у Pinterest обратная, темная сторона? Конечно, есть, как и у всего в этом мире. Об этом мы сегодня и поговорим. Какие же опасности таит в себе этот, казалось бы, прекрасный сайт? Одна из причин, по которой критикуется сама концепция этой сети, это то, что Pinterest направлен вроде бы на вдохновение, но по сути все, что вы делаете, сводится к репостам, которые здесь называются репины. Это максимально примитивная деятельность. Это даже не Instagram, который так или иначе сподвигает вас на самостоятельное производство контента. И на самом деле мне, например, очевидно, что вести Инстаграм – это работа, которая жрет очень много времени. Над этим смеются только люди, которые сами не пробовали вести эту соцсеть. У меня, например, есть Инста, но, честно говоря, очень жалко своего времени, учитывая, что я, не вижу для себя никакой пользы, ни материальной, ни какой-то другой, не знаю. В Pinterest я – это то, что мне нравится, а не я – это то, что я творю. Тут ценится как бы твой вкус, твой выбор. И для меня самым удивительным было то, что здесь можно подписываться на кого-то. То есть мне, по идее, должно быть интересно, что интересно незнакомому мне человеку. Подписываться на то, что кому-то там понравилось. Как-то странно, по-моему. Сама по себе такая система критикуется как способствующая полной деградации пользователей. Они не делают ничего, кроме просмотра и быстрого клика. По сути, Pinterest – это виртуальный вичборд, площадка мечтателей. Если вы смотрели мое видео о позитивной психологии, то вы знаете, что я отношусь к ним весьма скептически. Вичборды – это вещь лукавая, она несет в себе некоторые искушения. Подборку с изображениями, конечно, можно использовать как рабочий инструмент, но многие люди останавливаются на сборе картинок, и так они приступают к реальным действиям. Получается имитация деятельности. Она приносит удовольствие, но не результат. Эти люди собирают вдохновляющие фото путешествий, которые хотят совершить, красивые интерьеры, веря, что когда-то все это сделают у себя дома, красивую одежду, фото людей с идеальными фигурами, как мотивацию для тренировок. В итоге все это напоминает параллельную идеальную жизнь, в которую довольно приятно погружаться, но которая никогда не наступит. А то, что наступит, неизбежно вызовет разочарование. Например, фото путешествий все равно красивее и ярче, чем настоящие путешествия. Это типичная ловушка соцсетей, которые показывают глянцево красивую жизнь, несуществующую в реальности. Многие люди выбирают идеальную виртуальную жизнь, а не серую, не отфотошопленную реальность. Но мечты без действий ничего не стоят. Грезы действительно могут в какое-то время просто заменить реальность. Это довольно опасно. А если вы решите все-таки действовать, творить, вы поймете, как мало у вас времени. И мы переходим к следующей проблеме Pinterest. Берегитесь, неприятности подстерегают вас, даже если вы четко решили поработать, а не просто собрать на доску свои туманные устремления. Сам просмотр изображений отвлекает вас от реальной работы. Pinterest заставляет вас погружаться в кроличью нору из ярких изображений и фрустрировать. Вы идете за нужным референсом, а впоследствии просыпаетесь, когда на улице уже темно, а вы рассматриваете бесполезные фото кроссовок. От этих изображений просто невозможно оторваться. Pinterest предлагает все новые и новые, анализируя ваши интересы. Время, которое вы потеряете, это ваш самый дорогой ресурс. А вам, как художнику, который чувствителен к красоте и к визуальной информации, будет очень сложно этому противостоять. Pinterest обязательно попытается это сделать с вами, но нужно быть очень сосредоточенным, чтобы вас не засосало в эту воронку. Берите то, зачем пришли, и бегите, не оглядываясь, как учили в сказках, а то навсегда останетесь спать посреди этого макового поля красивых картинок. Следующая проблема, которая исходит из предыдущего пункта – обилие прекрасных артов просто подавляет.
Создается ощущение, что все уже сделано и не стоит даже пытаться. Это лучшая иллюстрация того, что уникальным быть практически невозможно. Вы, конечно, можете мне сказать, что вот не просмотрев такого огромного количества артов, просто невозможно будет сформировать насмотренность, за которой многие сейчас так гонятся. Однако из этого проистекает следующий пункт. Pinterest страдает поверхностностью. Не только он, но сейчас мы говорим именно об этом сайте. От просмотра большого количества визуальной информации теоретически должен оттачиваться вкус. Но происходит ли это? В доинтернетовскую эпоху, чтобы увидеть иллюстрации, вам нужно было купить книгу, чтобы увидеть живопись, пойти в музей. И там было ограниченное количество изображений. Сейчас вы получаете доступ к неисчерпаемому источнику артов. Но, во-первых, они не проходят никакой цензуры. Вы смотрите не только на лучшие образцы, как в музее, вы видите сияющие алмазы в горе мусора. Но если отличить алмаз от мусора просто, то чтобы отличить хороший арт от плохого, нужен более серьезный анализ, которым не все обладают. Во-вторых, как я уже сказала, это огромное количество изображений, а это неизбежно их обесценивает, поэтому вы не тратите на их просмотр достаточного количества времени. Вы их не анализируете в том объеме, в котором это необходимо. За несколько секунд просмотра невозможно сделать выводы и что-то для себя понять. Те детали и нюансы, которые приберег для вас художник, так и не будут найдены. Ведь артов слишком много, нужно успеть посмотреть все, поэтому насмотренность не появляется. Есть только иллюзия, что вы проделываете какой-то анализ. Наверное, какое-то количество людей действительно внимательно анализирует понравившиеся картины, но все-таки в большинстве своем мы жалеем времени на эту важную работу. А я хочу сказать, лучше меньше, да лучше. Лучше смотрите меньше, но внимательнее. И мы плавно переходим к следующей проблеме. Хорошо ли для самих художников, что их искусство становится массовым? С одной стороны, да. Конечно, любой художник хочет, чтобы у него были зрителей как можно больше. Но с другой стороны, создается ощущение, что художником может быть каждый. Это совершенно несложно и не требует усилий, иначе просто не было бы столько авторов. А если это такая распространенная вещь, то цены на арты, скорее всего, сильно преувеличены. Делает вывод обычный зритель, да? Уважение к профессии становится все меньше. Ну, в конце концов, что это за профессия такая, которой может заниматься любой школьник, чьи арты наряду с серьезным искусством могут присутствовать на Pinterest? Интернет убил эксклюзивность искусства. Теперь оно бесплатно для всех. А Pinterest – это просто апогей бесплатного, легко доступного творчества. Это как фастфуд от мира искусства. И тут действительно на поверхность всплывают именно самые яркие образцы. Те работы, за которые цепляется глаз большинства. А это не всегда самые лучшие работы. Вот тут уже такой тонкий разговор о качестве самого материала, который предоставляет Pinterest. Популярность – это не самое лучшее мерило качества. Это тоже всегда стоит держать в голове. Но давайте вернемся к самим художникам, да. Извлечь выгоду из популярности в соцсетях, конечно, можно, но для этого нужно овладеть смежной профессией, в которой у художника просто может не быть таланта. Сейчас художник вынужден мыслить и действовать как бренд. Все у нас теперь бренды. Ну, я, честно говоря, беру это слово в кавычки, уж извините, потому что это вообще похоже на какой-то разводняк из Инстаграма, да, когда какие-то странные люди учат массы, как быть брендом. Ну, не может быть столько брендов. Ну, не может быть каждый человек с ярмарки мастеров как бы брендом. Бренд — это что-то масштабное. Ну ладно, еще раз повторю, хорошо рисовать и хорошо продвигать себя в соцсетях — это не одно и то же. И даже если у вас есть успехи в продвижении, возможно, у вас нет способностей к продажам. Так что если вы художник, Pinterest будет использовать ваши арты для своего наполнения. А вы уж как-нибудь сами придумайте, как из этого извлечь выгоду. То есть сайт с вами никак не делится и никак даже не стимулирует. Справедливо это или нет, но так работает интернет, и такой расклад не скоро изменится. То есть в двух словах. Вы получаете безграничные возможности по распространению своего искусства. Но популярность – это полуфабрикат денег, а не сами деньги. За популярность в магазине хлеб не дадут, и вам придется самостоятельно заниматься ее монетизацией. И от этого мы плавно подбираемся к основной претензии – авторское право. Вообще, когда Pinterest только появился, художественное сообщество разделилось на две части. Те, кто был не против неконтролируемого распространения своих артов и даже был благодарен за это, и те, кто был просто в шоке, что их арт могут скопировать без спроса с личного сайта, принести на Pinterest и прикрепить к неограниченному количеству досок, иногда даже не указывая источник. Существует мнение, что даже если источник указан, по этой ссылке все равно мало кто кликает.
Таким образом, художник не получает ничего. Но справедливости ради, надо сказать, на мой взгляд, в этом споре победили художники, которые были не против распространения своих артов. Мне кажется, у них было больше аргументов. Но это еще далеко не все. Как только ваш арт попадает в Pinterest, он становится предметом вдохновения со всеми проистекающими фактами. Некоторые люди не делают различия между вдохновляться и копировать. Ваш арт могут перерисовать полностью, украв идею, композицию, палитру, персонажа, в общем, все. И при желании даже будут это продавать. В Pinterest вы находитесь на виду, вас видит огромное количество людей, и не все из них порядочные. Но это я о злонамеренных плагиаторах. Но есть еще и люди, которые не претендуют на коммерческий успех, а просто делают копию вашего арта как дань уважения. Это вот как бы такой супер лайк. Некоторые арты порождают столько копий разного уровня качества, что постепенно сюжет превращается в ширпотреб. Это как те картины, которые продают в туристических местах. Вы все их видели. Есть несколько сюжетов, которые копируются тысячами уже десятилетия. И, по-моему, даже в разных странах мира. Все одни и те же картины. Какие-то балерины, однотипные пейзажи, вы поняли. Исходники, с которых все это копируется, скорее всего, были очень удачные, свежие, оригинальные. И они не изменились, они такие сейчас и есть. Но бесконечное копирование высосало из них всю энергию, все обаяние. И как следствие, всю ценность. Так что если ваш арт удивительно удачный, попав на Pinterest, у него есть огромный шанс превратиться в клише, что вас, скорее всего, не обрадует. Переходим к следующей проблеме. Это проблема с фото. Во-первых, это проблема для фотографов. Большинство фотографов к этому равнодушны или даже поощряют это, но не всем фотографам нравится, когда с их фото рисуют, причем не всегда удачные арты. Получается, фотограф делает фото, а в итоге вся слава достается художнику, который, возможно, даже ничего не поменял в фотографии. Во-вторых, это проблема для художников. И тут все ловушки рисования с фото. Соблазн рисовать точно как на фото. Если вы так делаете, вы должны точно понимать, для чего. Лучше, чтобы целью была тренировка. Я считаю, что это нормально, когда вы пробуете себя, пробуете материал, но держите в голове, что постепенно нужно будет отходить от этого. И начинаете использовать референсы более продуктивно. Правила эффективного использования референсов – это тема для отдельного видео, но вкратце основная цель – это добиться максимально возможной оригинальности вашего собственного изображения. Но если вы не вносите изменений в свою работу и рисуете то же, что и видите, и при этом считаете свой арт оригинальным, то тут вас может ждать разочарование. Ведь с этой фотографией будете рисовать не только вы. Удачная фотография привлечет много желающих. Красивая девушка, красивая модель тоже привлечет очень много желающих. И вы увидите массу рисунков, идентичных вашему. Наверняка вы это замечали. Даже акварельные портреты, написанные с одной фотографии, выглядят почти одинаковыми. А ведь акварель довольно непредсказуемый материал, который накладывает особенный отпечаток на работу. И даже тут работы между собой кажутся очень похожими. Учитывайте этот момент обязательно. В идеале правильно использовать Pinterest так. Первое – выбрать тему для своей работы. Второе – собрать на доске все, что есть по этой теме. И третье – отмести все, что вы видели, и нарисовать что-то действительно уникальное. Идеально, но практически невозможно. Посмотрите мое видео об уникальности, чтобы понять почему. Ссылку я оставлю обязательно. Ну что ж, сама я попадала во многие ловушки Pinterest, поэтому не думайте, что я тут такая вся в белом пальто стою. Надеюсь, вы поняли, что несмотря на все эти проблемы, Pinterest все-таки является полезным инструментом. Если вы ни разу не были на этом сайте, наверное, стоит хотя бы раз заглянуть. Главное не попадаться на его уловки, я вас уже обо всем предупредила. Пока мы не разошлись, хотелось бы поблагодарить спонсоров, которые самоотверженно поддерживают меня уже целый год. Вас всего 14 из 145 тысяч подписчиков, но тем ценнее мне ваша поддержка, тем более значимый этот жест. Спасибо вам огромное. Ну и, конечно, спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца, и всем пока!